Ужасные цифры последних 1,5 месяцев. С начала войны более 11 миллионов жителей Украины покинули свои дома. Более 4 миллионов из них были вынуждены уехать за пределы Украины. У кого-то из беженцев за границей есть знакомые и друзья, но большинство едут в никуда. У них нет конкретных маршрутов, серьезных сбережений, часто знания иностранных языков. К счастью, на их пути встречаются люди, готовые помочь. В этом выпуске мы на одном конкретном примере покажем, как такая помощь может быть устроена. Настя Чуковская и Леша Зеленский — прекрасная пара и мои давние знакомые. Настя, ко всему прочему, еще и однокурсница по журфаку МГУ. Леша — музыкант, композитор, звукорежиссер. Настя много лет работала продюсером в различных российских медиа, а в последние годы занимается образовательными проектами. Уже много лет они живут в Будапеште и с первых дней войны помогают беженцам, а их в Венгрию въехало не менее 500 000 человек. Сначала они просто оборудовали свою пустующую квартиру и стали пускать туда тех, кому негде было переночевать. Потом к ним присоединились люди со всего мира. Они делились с беженцами своими жилищами или арендовали им квартиры или гостиничные номера. В итоге это превратилось в небольшой, но постоянно работающий механизм, где Настя, Леша и их друзья дают людям ночлег и параллельно решают их проблемы с документами, с бытом и многим другим. Миллионы людей, живущие в самых разных странах и говорящие на самых разных языках, ежедневно читают и смотрят новости и спрашивают себя, а чем конкретно я мог бы помочь людям, кто страдает от этой безумной войны? Наш выпуск — один из ответов на этот вопрос. Илюш, ты будешь туалетную бумагу держать? Ты будешь? Не, она тяжелая. Тяжелая? Пакетик действительно помоги. Вот этот вот пакетик к тете Насте пододвинь. Вот. Вот этот вот. Ты держишь вот этот, хорошо? А вот Алёша. Вот. Иди сразу в подъезд, там все вещи. Он сюда собирается. Как вы с котами здесь разместитесь? Ну все, поехали. Мы поняли, что начинают приходить люди, переходить границу с Венгрией, что начинается поток беженцев. По счастью, у нас было еще место, где была моя музыкальная студия, и мы поняли, что надо просто вычистить все мои инструменты, все оттуда забрать и подготовить место для того, чтобы встречать людей. И нам уже Насте начали писать какие-то знакомые знакомых, что вот, значит, там кто-то кому-то начал говорить, что в Будапеште вот есть знакомые люди, которые, наверное, могут чем-то помочь. И мы действительно, по счастью, смогли начать помогать. И потом это выросло. Это все началось с нашей детской площадки, куда ходили наши дети всю жизнь. Там у нас большое такое русскоязычное комьюнити, украинцы, люди из России, люди, ну, в общем, со всего света, говорящие по-русски. Это у нас заняло типа 2 часа, чтобы найти дополнительные матрасы, посуду, белье и так далее. То есть это потрясающе сработало. Ну и как бы просто мы поняли, что вот из какой-то из детской площадки может вырасти большая солидарность и моментальная помощь людям. Организация Migration Aid, спасибо ей большое, составила базу, список квартир и жилья, которые доступны для людей, чтобы переночевать хотя бы, прийти в себя, принять душ, позавтракать с какими-то людьми, получить поддержку на 2-3 дня. Таким образом, мы с Алешей тоже в это вписались. Мы создали собственную таблицу, в которой все диваны наших друзей, все квартиры, про которые мы знаем, что туда могут пустить. Мы стали людей отправлять от границы в город Дебрецен, потому что там мы познакомились с ребятами, студентами, у которых у каждого есть по дивану. Иногда едет огромная семья и селится сразу у 4 человек в Дебрецене, потому что после суток в пути людям просто надо поспать. Ценность вот таких вот как бы начинаний волонтерских, вне каких-то больших волонтерских групп и волонтерских фондов, в том, что у нас мы гораздо больше времени можем тратить на то, чтобы убедиться, что люди действительно будут поселены в какие-то хорошие места, что там не будет никаких странностей, никаких проблем, потому что, конечно же,
уже там, не знаю, на 4-й, на 5-й день войны начали распространяться листовки, предупреждающие женщин, что ни в коем случае не уходите с людьми какими-то непонятными, которые вас вызывают прямо из очереди, поехали с нами, ну и так далее. Ну, понятно, что в любом большом кризисе есть нечистые на руку люди. Вот мы едем на озеро Балатон, под город Балатон-Фюрет, и будем селить 2 семьи. На Балатоне теперь сразу 2 семьи. Это семья Милы и семья Юли. Мила узнала мой номер через подругу, которая у нас уже жила. И эта подруга ей сказала: Мила, выезжай, в Будапеште есть люди, они тебя примут, тебе помогут. И Мила решилась выехать. Мила ехала со своей матерью, с 2 котами и с маленьким ребенком, и встретила я их, они были в плохом виде. Вообще, конечно, это вот эта первая встреча, это люди в очень большом стрессе. И очень приятно видеть, как спустя 2-3 дня их чуть-чуть отпускает, и они уже даже могут выйти на прогулку, на детскую площадку, чуть-чуть подышать. А Юля узнала обо мне через коллегу. И все, и как бы мы тоже забрали Юлю с вокзала, а тут объявился этот дом, и я их познакомила прямо на улице и говорю: девчонки, не хотите ли вы объединиться, потому что дом большой, и, кажется, обе ваши семьи могут там поместиться. Юля была со свекровью и со своей дочкой Элей. Пойдем на площадку, катаемся на иголке. Где она? Пойдем, Илья. Пойдем. Юлечка, иди. Иля, пошли. А где же детская площадка? Я иду в детскую площадку. Юля, сейчас пойдем на детскую площадку. А где она? Где? Adam needs to give us an excursion about the heating, about the water. Right. Could you make sure that the girls Yep. understand everything? So, so Inge and Georg, they live in the Netherlands, but I'm the neighbor here. I know them well, and so if you have any problem, you can call me. Eh? Yeah, that's I don't know if you need, guys, some medicine or something. My wife is a doctor, so she can get anything from the prescription. pharmacy. Yeah, she can write a prescription for herself. Eh? So, Wonderful. if you need at one point, with kids, it can happen. Eh? Yeah. There is some food my wife put together for you guys because we didn't know Thank you very much. where you come. You come with nothing or anything. bring food with us, but But I don't know, for example, if you have a tablet for this one or not. But we will. to buy. You we can buy check it if now. it We is can buy there. it now. We You will can bring it. you can buy it now. If Okay, it's cool. a- Let's go. We can do it by hand. There is. Они будут жить в этом доме бесплатно. Да, этот дом принадлежит голландской паре, которая пользуется им обычно только летом и хотела чем-то помочь. У соседа в этой деревне есть ключи от этого дома, и этот сосед запостил где-то этот дом, и так этот дом попал как-то к нам. Моя подруга Таня, сидя в Ирландии, мониторила эти соцсети. Она позвонила Адаму, у кого ключи, рассказала про нас. Дальше позвонила я, и на следующий день уже девчонки поехали туда. То есть человек сидит в Ирландии, который находится от конфликта в тысячах километрах. Таня из Ижевска, она 11 лет назад переехала в Венгрию, выучила венгерский, теперь работает для IT-компании там, в Ирландии. И она с первого дня как бы хочет чем-то помочь, и она супер помогла, даже сидя в Ирландии. Мы в Уэльсе, а конкретно на острове Англси. И именно здесь находится населенный пункт с самым длинным названием в Великобритании. Первоначальное обозначение этой местности, которое до сих пор используется во всех картах, всего лишь Ланвайр Пулгуингел. Но в конце 19 века, чтобы привлекать сюда туристов, местные власти расширили название и зафиксировали на железнодорожной станции. Прошло более 100 лет, но надпись осталась здесь до сих пор. Даже не буду пытаться прочитать это по-валлийски, а по-русски это значит следующее. Церковь Святой Марии в ложбине Белого Орешника возле бурного водоворота и церкви Святого Тисилио возле Красной пещеры. Ну, красота.
Валлийский язык очень специфический, и даже в самом Уэльсе на нем по статистике может говорить меньше 1/3 населения страны. Всем остальным для общения вполне хватает простого и понятного английского языка. Если в последние недели вопрос с английским резко стал для вас более актуальным, или вы просто хотите подтянуть язык, чтобы иметь больше возможностей в будущем, сделать это можно в онлайн-школе Skyeng. Мы уже несколько раз показывали, как выглядят уроки с преподавателем Skyeng. Занятия составляются с учетом ваших интересов. Темы уроков вы выбираете сами, чтобы новые знания лучше усваивали. Преподавателя вы тоже выбираете сами. Можно учиться с русскоязычным, а можно выбрать преподавателя из интересной вам страны, который, кроме английского, еще и сможет погрузить в местную культуру. График максимально гибкий. Занимайтесь, когда вам удобно, и с любого устройства, подключенного к интернету. Кроме индивидуальных занятий, есть много разных форматов. Разговорные клубы с другими учениками, тематические курсы, английский для маркетологов, работников IT и других специалистов, специальный курс для тех, кому нужно подготовиться к собеседованию на английском, например, для визы или для работы, и много других курсов. А еще в Skyeng работает отдельное направление для детей — SkySmart. В новой реальности все быстро меняется не только для взрослых, но и для детей. И преподаватели SkySmart помогают справиться с самыми разными проблемами. Например, если ребенок пошел в иностранную школу, с помощью SkySmart можно быстрее адаптироваться к новой программе и подтянуть то, что дается тяжелее всего. А если скоро сдавать экзамены, ОГЭ или ЕГЭ, SkySmart поможет эффективнее к ним подготовиться. Здесь обучают всем основным школьным предметам, есть даже занятия по программированию и шахматам. Текущие цены сохраняются в Skyeng и в SkySmart до конца апреля. Также сейчас действует скидка до 45% на большие пакеты. А вот по этому промокоду можно получить плюс 3 дополнительных занятия в подарок. Переходим по ссылке в описании и регистрируемся на уроки. Вперед! I think I mean, in Hungary, unfortunately, we have a history like we have. So my family was also refugee back in '56. That's the latest, I think, very strong memory in Hungarian culture, but you have other ones. So this whole, what's happening is very close to our emotionally and culturally and historically. So my parents were not refugees because they were staying in Budapest, but I have, half of my family in the United States. I have family in Switzerland. I have family in Australia. I have family in France, and some other places. And I was brought up with a lot of stories from from those times. So this house belongs to a very nice Dutch family. Behind you there's a little hotel who belongs to a Hungarian family, and they also opened up 2 houses or 2 apartments in the hotel. I have another neighbor in this street who has a longer house and offered half of his house. In the other half, he is living. Меня зовут Юля, я приехала из восточной части Украины, это город возле Днепра. Первый день я проснулась от того, что услышала взрывные волны. Прямо я не слышала, это не было очень близко, да, но дрожали стекла. Где-то бомбили, наш город бомбили в Днепре, аэропорт бомбили первый день. И, видимо, хорошая была сила удара, что мой город 35 километров, там 30 километров с лишним, я слышала эти взрывные волны. То есть первый день хотела просто уехать, но не было понятно, куда ехать, что делать. Потом где-то недели 2 мы были дома. И когда началась вот эта история с Энергодаром и захватом ЗАЭС, Запорожская АЭС, мои нервы просто уже сдали. У меня, получается, маленький ребенок, 2,5 года, дочки. И я очень за нее переживала и говорила мужу ехать на машине на Западную Украину, а дальше уже думать либо перебираться за границу, либо какое-то время побыть там. Мы ехали туда 5 суток, так как мы поехали в 3-ю волну, по-моему, в какую-то волну, что очень было много блокпостов, была нехватка бензина, большой дефицит бензина, просто
ребята нам посторонние 5 литров бензина вливали, мы там уже доезжали на остатках этого бензина. Очень много хороших людей встретилось на нашем пути. Просто там люди в Умане нам дали переночевать, такая же семья, как наша. Вот. Мы приехали на Западную Украину, на Закарпатье, это под Мукачевым, и пробыли там тоже где-то порядка 2 недель. Потом уже приняли решение, что обратно возвращаться 1000 километров в войну, когда не ясно, что нас ждет. Приняла такое решение, что лучше переехать ради ребенка за границу на некоторое время, успокоиться, и чтобы ребенок не боялся этих сирен, не слышал этих взрывов, и сохранить здоровую психику своему ребенку. Вот. И потом моя коллега мне дала контакт волонтера Насти. Я с ней связалась, она мне очень сильно помогла с апартаментами там, на время в Будапеште, и потом помогла нам найти вот этот дом, в который мы сейчас переехали в этой деревне. Ну, дочке 2,5, она еще, наверное, не совсем понимает, что происходит. Но когда мы сюда приехали, она помнит про сирены, помнит, как мы бегали в подвал. Она, если слышит звук скорой, то кричит: «Сирена, давай прятаться». Ну, потому что мы привыкли, там, что нужно было прятаться. Ну, первое время она, конечно, была очень... Когда только началась война, она вообще не могла. Ее было очень проблематично уложить. Она понимала волнение мое и вообще родителей. Ну, то есть была сверхвозбужденная, скажем так. Сейчас уже здесь она, мне кажется, приходит в себя, успокаивается и как-то возвращается к нормальной жизни, наверное. Ну, скучает, конечно же, за папой, за бабушкой, ну, за родственниками, которые остались в Украине. У нас была семья, которая сейчас уехала в Лигурию. Тоже каким-то чудесным образом образовался этот странный маршрут. Много людей в нем участвовало. И мама Аня, как я ее называю, она вывезла свою маму, своих, значит, 3 детей, а еще она вывезла своего кота и попугая, и она как бы никого не оставила. И она очень тяжело добиралась до Будапешта, и когда мы ее встретили, она была совершенно не похожа на себя, ту, которую мы дальше провожали в Лигурию. Она была в ужасном напряжении, но она это сделала. И эти женщины, они сделали это в диких условиях, в каких-то замерзших тамбурах, не бросив ни попугая, ни кота, это потрясающе. Прям в клетке? Не просто в клетке, Юра, приготовься. Возьми салфетку. Попугай был прижат к коту в переноске. Они в обнимочку друг с другом грели друг друга всю дорогу. Они друзья. Кот не сожрал попугая? Нет, они друзья. И сейчас они в Лигурии, в тепле. Вон он, Лукойл, торчит над деревьями. Так, дилемма. Нам надо заправиться. Но здесь заправляться я не буду. Я не хочу давать им деньги. До войны я был композитором. Я был звукорежиссером, саунд-дизайнером. Я работал на «Дожде», «Медузе», работал с «Медиазоной», ОВД-инфо. Делал подкасты со студией «Либо-либо» в Москве. Ну, то есть со всеми врагами народа? С полным перечнем врагов народа, да. Вы с Настей переехали в Венгрию даже до Крыма. Расскажи максимально коротко, почему. Да, мы переехали в 2013 году, и мы переехали просто потому, что мы оба всегда знали, что мы бы хотели проводить время в Европе тоже. У нас была мысль, что мы будем проводить половину времени в Москве, половину времени здесь, в Будапеште, но потом у нас родился сын, и мы забросили эту идею, потому что родительство здесь нас привлекало больше. То есть мы ходили на митинги, мы участвовали в этой части жизни, но я не могу сказать, что наш отъезд, он какой-то строго политический. Ну, в смысле, по счастью, мы тогда могли сделать это, исходя из своих собственных предпочтений, исходя из того, что мы всегда хотели сделать и так. Кто-то будет смотреть и подумать: откуда у вас были деньги на переезд? А это было очень-очень дешево. Это стоило примерно как недорогая машина в Москве тогда. Квартира в Будапеште стоила вот так дешево, да. Это как дешево? Это стоило 40 000 евро, которые нам были подарены на свадьбу.
и которые были заработаны, подарены на свадьбы, которые совершенно было непонятно, что нам с ними делать в Москве. Так вот все сложилось удивительным образом. Ты же первые дни войны еще продолжала учиться. Да, и даже я смогла немного поработать над учебой. У меня сейчас зачеты идут. Что это за учеба? Я учусь в высшей школе экономики на факультете, который называется «Доказательное развитие образования» в Институте образования. Это как... Это как раз, видишь, я смеюсь, потому что это как раз в новое время звучит, просто нелепо звучит. Как и звучит, знаешь, все обсуждали устойчивое развитие. ESG, что нам делать для устойчивого развития? Какие индикаторы есть у этого устойчивого развития? Потом приходит 24 февраля, и вот тебе и устойчивое развитие, вот тебе и доказательное развитие, основанное на данных, чтобы ты принимал полезные для общества решения, мог разрабатывать какие-то механизмы для этого общества и для его процветания. Сейчас мне это кажется просто чудовищной глупостью. Я не знаю, что я буду делать. Утро 24 февраля я проснулся с тяжелым гриппом и прочитал новости и почувствовал себя мертвым. То есть я почувствовал, что что-то во мне умерло. Но вторая моя мысль была, что мне нужно сейчас пойти и как бы до прихода нашей украинской няни объяснить детям, что произошло. И как бы найти быстро слова. И моя первая в этом смысле была мысль, что у меня есть удивительная сила отсрочить для них начало войны. То есть они могут на час позже узнать о том, что случилось. И, конечно, дети. Дети — это супергерои. У нас был мальчик тоже из города Николаева, который задавал 1000 вопросов. Мы идем до их квартиры, там уставшая мама, значит, все уставшие. Мальчик просто спрашивает: а это колесо обозрения? А какая высота? А что оттуда видно? Так, а у вас какие тут машины ездят? И он просто не заканчивал... Интервьюер. Абсолютно. Он прирожденный интервьюер. А другой сладкий малыш со своей семьей, они приехали из Харькова. И ты знаешь, вот сегодня как раз Кристина вспоминала фильм Роберто Бенини «Жизнь прекрасна». Я его тоже вспоминала последние дни. Ты же знаешь, там папа превратил в игру совершенно чудовищные обстоятельства. И я увидела, как другой папа из Харькова сделал то же самое для своего ребенка. Потому что, когда они переехали границу, он говорил своему маленькому сыну, он говорил: так, ну теперь нам надо найти дом. Мы сейчас едем, мы ищем дом, где нам ночевать. И его маленький сын начал выбирать: папа, смотри, вот этот дом, смотри, какой дом. Ой, а вот этот дом, смотри, какой дом. И они таким образом, как бы выбирая дома, доехали до нас в Будапешт. Меня поражает, что люди даже в таких тяжелых обстоятельствах умудряются заботиться друг о друге и о незнакомых людях. Например, вот иногда у нас в квартире живет несколько семей, и они довольно трогательно ждут друг друга, варят друг другу суп, и как-то друг друга утешают и разговаривают, и пытаются как-то помочь в мелочах. Ночевал у нас кандидат филологических наук с 2 котами, с дочкой-пианисткой и с женой, и он написал записку очень трудно читаемым почерком. Но суть ее в том, что он оставляет $20 для тех, кто потом сюда приедет, и если кому-то они будут нужны. И вот, ну и все. И вот такая записка, и там они так и лежат, эти $20, потому что пока, видимо, они не так нужны. Юрий, вы из Харькова? Да, я из Харькова. Харьков – это второй по величине город на Украине. Изначально это была первая столица Украины. Вот. Город очень молодежный, молодой, красивый, с множеством парков, скверов, много институтов. Но это все было в прошлом. Сейчас вот, по сути, Харькова нет. Харьков – 1,5-миллионный город, потихонечку превращается в развалины. Причем это все происходит с первого дня начавшейся войны, с 24 февраля. Вот как было в 1941 году, Киев бомбили, нам объявили. Вот 24 февраля бомбили и Киев, и Харьков. И получилось так, что эти бомбежки,
они проходят до сих пор, они не прекращаются. То есть, как я небольшой военный стратег, но как я понял, задача в этой войне была такая вот, ну, скажем так, сделать все быстро, быстро не получилось. И в результате, наверное, из-за того, что не получилось, просто, ну, так скажем, началось тотальное уничтожение города, мирных жителей, домов этих мирных жителей, в которых они жили. Сейчас порядка уже 1000 домов в Харькове высотных разрушено. То есть это там, где жили люди. Многие сейчас ютятся в подвалах, в бомбоубежищах. Про Юрия мне позвонил парень из украинского центра. Здесь есть украинский центр, там куча волонтеров, и иногда к ним приходят люди и говорят: ребята, нам негде ночевать. У них редко есть возможность помочь, но этот Толя меня уже знает, потому что я ему пишу по утрам часто: Толя, сегодня свободно 3 номера, если кто-то будет, звони мне. И вдруг Толя звонит и рассказывает историю Юрия. Юрий из Харькова, и он ждет вызова в Великобританию, там живет его дочь, и, по идее, он бы мог уехать довольно быстро, но он уже в Будапеште неделю, и сколько еще ему ждать вызова, мы не знаем. Харьков за последние, наверное, 10 лет, я считаю, он стал даже краше Киева. Он отстроился, у него великолепные парки. У нас в Харькове вот буквально за полгода до войны открылся новый зоопарк. Шикарный. У нас прекрасный парк Горького. У нас масса скверов, парков. Город, в котором приятно жить и приятно приезжать отдыхать. Вот сейчас этого города нет. Нет этих зданий. Я, будучи в Харькове, работал там риэлтором, я продавал людям квартиры, помогал приобретать жилье. Вот многие мои клиенты, которые это жилье покупали буквально перед войной, они вкладывали туда свои сбережения, последние, не последние, они делали ремонт, они мечтали о новой интересной жизни, мечтали там рожать деток, как говорят, наживать добро, к сожалению, не получилось. Вот не получилось наживать, потому что все эти планы, они в одночасье разрушились. Зачем? Почему? Потому что мы якобы там гнобили с 2014 года ЛНР, ДНР. Так сейчас можно глянуть на Донецк и на Луганск. Вроде стоят целые, невредимые и сравнимые с городом Харьковом, который, наверное, потому что, это мысль не только моя, а мысль многих, не встретил наших, скажем так, освободителей, в кавычках, цветами и ковровой дорожкой, он получил по полной программе. И получает до сих пор. И такое впечатление, что вот задача, наверное, просто стереть город с лица земли. Вот это то, что было, скажем так, во время Великой Отечественной войны, когда уничтожали евреев, Холокост. Вот то же самое сейчас происходит в Харькове, в Мариуполе, в прекрасном городе Изюме, который находится в Харьковской области, с великолепной церковью недалеко от Святогорской лавры. Это вообще святыня, которой поклонялись все православные и из России, из Украины. Вот она тоже получила свое, туда влетела парочку ракет, снарядов. Пострадали там и монахини. Это говорит о том, что нет святого ничего. Более того, уничтожаются объекты исторической ценности. То есть те, допустим, дома там можно отстроить, там какие-то панельные высотки, там 5, 9, 16 этажки. А как отстроить там, допустим, бекетовские какие-то особняки, которые построены в XIX веке? Как отстроить Успенский собор, который строился еще в XVIII веке? Покровский монастырь тоже, это вот там, где зарождался Харьков еще в XVI веке, в 1654 году, в 17. Вот это тоже, в общем-то, военный объект или каким образом... я уже, если я сказал про больницы, школы, детские садики, то понятное дело, что, может быть, это не столь ценно и важно, но это важно, потому что это наша история. Ты продолжаешь подкасты записывать? Да, сейчас мы делаем с Петей Рузавиным подкаст для Медиазоны.
про войну. Вы название у группы «Тату» подрезали. Мы просто подумали, что поскольку медиазона запрещена в России, то нам можно уже Роскомнадзору не волноваться из-за его присутствия. Например, последний выпуск, 3-й, который вышел, он был про оккупацию Мелитополя. Записали интервью с девушкой, которая находится в Мелитополе. Она рассказывала, что там происходит, какая там агитация, что пытаются делать российские военные и так далее, и так далее. И в тот день, когда мы собирались уже выпускать этот подкаст, пришла новость о том, что украли ее отца, владельца местной газеты, а потом пришла новость, что его отпустили, но выкрали ее. И поэтому как бы мы тут же, в этот же день, вынуждены были перемонтировать это, и это получился совершенно другой выпуск, чем мы планировали. Она описывала свою деятельность как гражданскую миссию. В определенной степени она стала голосом оккупированного Мелитополя. Это был 2-й или 3-й митинг, на который мы собрались. Это было еще в феврале. И, в общем, мы собрались около памятника Шевченко, и по городу медленно поехал черный гидмобиль с динамиками на крыше, да, именно с такими, как вот раструбами, да, как во Вторую мировую войну. И оттуда мягким голосом звучало, что военной администрации города Мелитополя временно в целях безопасности запрещены митинги и собрания, а тем, кто будет хорошо себя вести и слушаться, после зачистки города, типа того, ну, как-то такой текст, мы дадим еду и почему-то бытовую химию. В чем смысл этих похищений? Насколько я понимаю, они похищают любых инфлюенсеров, чтобы поговорить с ними, просто припугнуть и сообщить, что надо подстраиваться под новую жизнь, под новый закон и под новую власть. С ними как бы проводят профилактические, да, разъяснительные беседы. Учительницы Лиля и Людмила, они очень активные, и они только приехали буквально несколько дней назад. Они уже вовсю обучают детей, требуют больше детей, и чтобы учебный процесс не останавливался. Они абсолютно восхищают меня. Они еще попросили, я их спросила, что мне вам принести, вот что нужно, может, какие-то продукты, что вам нужно. И они сказали, нам нужна плойка для волос. И это совершенно меня потрясло, потому что я понимаю, учительницам нужна плойка для волос, потому что каждое утро они делают прическу, накладывают макияж, и они ходят в школу, потому что вот так заведено. И сейчас они здесь делают то же самое, и это классно. Это последний дом, который вот сгорел. Вот как это выглядит, вот машина. Это рядом с вами? Да, это вот буквально рядом, где мы живем. Вот оно прямо вот так вот все это происходит. Вот. Он же вообще без окон, да? Уже без окон, конечно. Это соседний дом? Это соседний дом, это да. Причем дом находится вообще, тут поликлиника, тут садик. Ну, тут жить, конечно, тут жить невозможно на самом деле. Ты знаешь, это тоже одна из самых таких болезненных моих впечатлений. Это когда люди сходят с поезда, и вот ты их приглашаешь к себе и начинаешь развозить, и по дороге они начинают оправдываться, что они здесь делают, что они не просто так приехали, они как бы, они говорят, вы знаете, мы нормальные люди, я же из Киева, я бы не приехала, я бы не приехала. Но дальше обычно показывают сразу фотографии там, своего дома, в который что-то попало, или разрушенной школы, в которой человек работал, или рассказывают, что погибли соседи, и они тут же выехали, поняли, что надо ехать. Люди еще оправдываются и пытаются объясниться со мной, хотя я не задаю ни одного вопроса, не хочу, мне не нужно, я все вижу каждый день. Ну, есть какие-то такие моменты, да, ну, которые там какие-то струны затрагивают, слезы на глазах появляются, да. Первая такая вот история, которая как бы меня вот очень затронула, я переписывалась там со своими детьми, ну, они, Лилия Викторовна, вы уехали, вы здесь. Я говорю, а ты, Настя, где? А ты там, Вадим, где? Ну, то есть переписываюсь со своими детьми. С учениками, да. Они вот говорят, мы остались здесь, мы здесь. Вот. И мы никуда не можем уехать. У нас там больная бабушка. Вот. То есть те говорят, нам некуда ехать, мы не можем. То есть мы тоже здесь не можем оставить там то, мы не можем бросить того человека, того, то есть и так далее. То есть и когда девочка Аня в 8 классе, когда она мне сказала,
Лилия Викторовна, ну, и когда уже начались все эти бомбежки, которые вот в округе, то есть я, получается, живу в Академгородке, а это Буча там, Ирпень, это красивейшие такие пригородные города, да, которые вот расстраивались, и мы ездили, ну, просто красивейшие, где люди вот уже устроились, у них там все вот как бы уже дети, да, то есть вот все эти вот люди, животные, они себе живут, там цветочки и так далее. У них красивейший город, они долго его строили. Его вот просто вот не стало этой Бучи там за какое-то время. И дети же тоже были там, они вот там были, потом они вынуждены переехать. В итоге они там уже выходили по этому зеленому коридору, когда уже все было уничтожено в этом городе красивейшем. И когда мне ребенок спросил: Лилия Викторовна, ну добро ж победит, понимаете, то есть вот это же правда, добро победит. Дело в том, что, ну, как любой человек, мы же воспитываем вот эту нравственность. В любом случае она важна, да, и когда ребенок слушает сказку, какой бы ни был, и мы хотим хороший конец. Мы хотим, чтобы все было хорошо. Но правда же добро победит, и они у меня спрашивают, да, потому что они сомневаются уже, да. То есть они сомневаются. Вот, и поэтому для меня это вот это такие мои... А что вы отвечаете им? Первое, я говорю, это естественно, победит добро. Такого не может быть, чтобы победило зло. Такого не бывает. Это противоестественно. То есть есть некоторые естественные процессы, и дети, они, ну, их понимают, они их чувствуют, эти процессы, да. И поэтому говорить, что нет, конечно, там какой-то злой тролль победит, да, там, ну, это было бы даже, ну, это было бы неправдой, даже с моей стороны. На самом деле должен победить какой-то разум, да, какой-то должен быть разум, ну, то, что сейчас происходит, это безумие на самом деле. Лилю мы встретили, как обычно, ночью на вокзале, и сразу стало ясно, что к нам довольно необычный человек приехал, потому что Лиля приехала такая глосси-босси. Так, что у вас тут происходит? Ага, так, вы меня везете, а дети тут есть? А где дети? Так, ну мы должны начать их обучать. Так, завтра тогда, все, идем в эту школу завтра. И Лиля просто невероятно была собрана, и она была в таком супер рабочем виде, потому что у нее сейчас кризис, и ей надо решать этот кризис, потому что происходит образовательный кризис, а она профессионал, и сейчас будет решать этот образовательный кризис. И с первого дня как бы Лиля вовсю здесь работает и пашет. Вы пытаетесь организовать школу? Да, дело в том, что здесь множество детей, и многие из них выпали из учебного процесса, и здесь такая развилка возникает. С одной стороны, да, дети могут пойти в венгерские школы, но что они там будут делать сейчас несколько месяцев, не зная языка? Они будут просто там сидеть, и они не успеют за несколько месяцев выучить язык. Здесь почти все семьи нацелены на то, чтобы как можно скорее вернуться. Поэтому нужно соединить этих детей с украинскими учителями, нужно попробовать как-то закончить программу года, или хотя бы просто классно вместе провести время в утренние часы и дать немножко всем выдохнуть, и детям, и родителям. Они дети войны, то есть в 21 веке, да, они увидели какую-то реальную агрессию, они не понимают вообще, что происходит. Вот они не понимают, как и мы все. В чем мы живем на своей территории, в чем мы виноваты, перед кем мы виноваты, почему на нас напали. Как нам это объяснять детям? Вот они задают, а почему на нас напали? И я не понимаю, почему. Что ответить такому ребенку? Что ответить ребенку на этот вопрос? За что нас бомбят? За что нас убивают? Почему мой отец погиб? Да? То есть за что? Почему? Почему это происходит? Мы находимся на своей земле. Мы территориально, то есть мы ни на кого не претендовали. Да? То есть вот какие-то такие вот ответы, ну какие-то вопросы, они вполне обычные детские вопросы. За что на нас напали? Я не понимаю, за что. Компьютер Настя принесла. Для чего? Мы же пытаемся вот эту школу, что я говорила, ну хотя бы, да, вот какой-то этот простер, этот освитни, он называется, организовать. Вот. И, естественно, как бы, ну, у нас же ничего нет, да, у нас же нет никакой возможности, но школа как минимум должна быть доска, должны быть парты, стульчики, да. Ну, а на сегодняшний день уже вот при вот этих технологиях, которые используются, много есть интерактивных заданий, с помощью которых мы сейчас это обучение проводим. Поэтому здесь просто, ну, необходим компьютер для того, чтобы мы могли каким-то образом детям хотя бы показать, что все продолжается. Вы просто попросили компьютер, и его принесли? Ну,
Вот как-то не знаю, как-то так. Это Вот, работает, да? вот, да, ну вот как бы я же говорю, мы настолько здесь встречаем этих людей, мы к нему обращаемся. Настя — это человек номер 1, который здесь. Я уже даже там ей написала, да, такую табличку, что на Земле, наверное, есть одна национальность — это быть человеком. Вот нет других национальностей. Это как раз типичный представитель, да, вот быть человеком. Ну, это, наверное, самое главное, это, ну, должна быть, наверное, какая-то такая вот красная нить, общение, обучение в любом, быть человеком. Вот Настю научили быть человеком, я ей очень благодарна за это, и что есть такие люди на самом деле, это редкость. Как вы отреагировали, когда узнали, что она из России? Ну, я абсолютно как бы отреагировала нормально, потому что, ну, как бы, если мы же не можем обобщать, да, то есть как бы ярлык вешать на всех людей из России, что они все там вот такие. Я человека сужу по его действиям, да, по его взглядам, по его отношению, ну, то есть, в принципе, вот как бы так, наверное, и происходит. То есть у человека есть какое-то мировоззрение, у него есть конкретные какие-то поступки, и человека, ну, сделать там вывод, и вот какой человек, наверное, можно по его поступкам, прежде всего. Поэтому, ну вот, поэтому только так. А просто сказать, что ты из России это не поступок на самом деле. Как вы отреагировали, когда узнали, что она из России сюда приехала? Нормально. На самом деле в России есть абсолютно нормальные, адекватные люди. И более того, ну, здравомыслящие люди в России, они понимают, что творится здесь, на Украине. Они понимают. Я думаю, ну, это сложно, как бы, скажем так, как-то какими-то вот этими вот вещами, там, что мы сами себя там бомбим или еще чего-то завуалировать. И, во всяком случае, адекватная часть россиян достаточно большая, но там просто очень сильный такой аппарат полицейской, репрессивной. Вот. Но, к сожалению, есть и очень большая часть людей, которым, по-моему, тяжело что-либо доказать. Вот. Во всяком случае, даже и пытаться иногда не стоит, потому что тяжелый случай. Родня в России есть, вот, и ну, они там уже давно живут. Ну, так мы, конечно, общаемся, там где-то, скажем, поздравляем с праздниками и так все. А после 24 февраля вы общались? После 24 февраля мы не общаемся, да, потому что, ну, вот так такая ситуация сложилась, да, что, ну, вот как-то мнения разошлись. Мнения, к сожалению, разошлись по поводу... Ваши аргументы их не убедили? Нет, к сожалению, нет. Ну, а как происходит разговор? То есть вот вы говорите, бомба в доме, а там... Ну, вот типа того, как сами себя, наверное, взорвали. Ну, типа того. То есть такое впечатление, что просто какие-то зомбированные совершенно мысли, люди. Вот. И поэтому, ну, лучше, да, решили, что лучше как бы, ну, бесполезно, наверное, бесполезно. Поэтому и я, наверное, это как бы есть такой основной козырь, что народ-то не против. Это страшно. Как люди реагируют, когда узнают, что ты из России? Ты знаешь, там иногда возникает пауза, то есть иногда есть такие разговоры. А вы откуда? Я говорю, а я здесь живу уже 9 лет. О, как вы русский так хорошо выучили? А я из Москвы. И иногда бывает пауза. Я не знаю, что в этой паузе. Я знаю, что в этой паузе для меня, но я не знаю, что в этой паузе для людей. А дальше мы едем опять с тюками, попугаями, котами, садимся на автобус и приезжаем в квартиру, и мы больше не обсуждаем это. Что в этой паузе для тебя? Для меня большая горечь, что вообще может быть такой... Даже не вопрос, а как бы, что это окрашивается таким. Что эта пауза окрашена. Это для меня тяжело. Кристину мы встретили ночью на вокзале. Она была в составе большой семьи, и ее семья меня поразила, потому что
Я-то думала, они либо хотят в Венгрии остаться, либо поехать дальше, а оказывается, поехать дальше для них — это вернуться на Украину. Я очень тоже испугалась сразу, потому что там маленькие дети, но Кристина приняла решение остаться, чтобы ехать дальше в Стамбул, а ее семья уехала. Ты, твоя тетя, 3 ее маленьких детей и потом ваша мама, Да. вы несколько дней поездили по Европе, Да. по Германии, Бельгия, снова Германия. Через Австрию мы ездили. Сколько вы так провели? Неделю? Ну, неделю мы в поездах были, да. Вы спали в поездах, где Да. придется. Прошла неделя, и твоя мама и твоя тетя приняли решение возвращаться в Украину. Да. Как вы это обсуждали? Как ты на это отреагировала? Ну, я спокойно к этому отношусь, потому что их принимают как беженцев на Западной Украине. То есть они не возвращаются в Харьков, там, где бомбят, вот, а они их приютят на Западной, поэтому, в принципе, я спокойно к этому отношусь. Главное, чтобы уже их психологическое состояние как-то уравновешивалось, потому что у моей мамы очень сильный страх возник после того, как она ночевала на вокзале. Она говорит, я больше этого не переживу. Если, говорит, я еще одну ночь где-то буду ночевать на улице, я, говорит, все. Страх вокзала? Ну вот да, страх того, что жить, где-то ночевать на улице. Маме уже 50 лет, поэтому ей это тяжелее дается все воспринимать психологически. Ну и дети тоже. Детям, в принципе, не хочется, чтобы дети вот в этом всем жили. Сколько детям, твоим племянницам? 5, 8 и 11 лет. Это не первая семья. У нас был до этого случай. Приехала пара, женщина беременная, у них ребенок, ей рожать в июле, и они останавливались у наших друзей. И мы все уговаривали их ехать дальше в Швейцарию, потому что в Швейцарии мы знакомы тоже с местными волонтерами, и до Швейцарии тоже не так часто сейчас доезжают, и там все как раз, это вот эта первая волна, когда все ждут, и все очень помогут, надо эту волну ловить, потому что она пройдет. И мы уговаривали их поехать в Швейцарию, и говорили, что мы снимем им Airbnb на первые дни, пока они регистрируются в Красном Кресте, и они не решились. Они испугались, что, во-первых, там дорого, они хотят работать, и они не выдержали и вернулись обратно. Ты знаешь, меня это на самом деле не очень удивило в том смысле, что я понимаю их мотивы. Я понимаю, что то, что им сейчас предлагает Европа, это лотерея и полная неизвестность. А что у себя дома в подвале, они уже знают, они там были. Они понимают, с чем они будут иметь дело. Но, конечно, когда речь идет про детей, которые здесь вздрагивают от звука мусорного бака или спрашивают, когда набираешь домофон, и он пищит, они спрашивают, мама, это сирена? Ну, это, конечно, да, это такое детство. Мы никому не желаем такого детства. У тебя есть знакомые именно из Харькова, который, я так понимаю, уничтожен? Много. Есть те, у кого не осталось дома? У меня подружка есть, она с района Салтовки, там, где были очень сильные обстрелы. Это ближе, первая, полоса, которая была от границы с Россией. Вот, там очень сильные обстрелы были, там просто все разбивали. И она все это время на неделю, даже больше, наверное, 2 недели она просто под обстрелами, без электричества, без отопления. Она жила у себя в квартире. Как сейчас ее дом целый или нет, я не знаю. Они приехали к нам в поселок, потому что много освободилось жилья. И мы говорим, приезжайте с Харькова, вот кто не может дальше уехать, приезжайте в жилье, которое освободилось. Есть еще знакомая коллега, но тоже они до сих пор остались. Они не выезжают, она говорит, стреляют все больше и больше, и разрушения прям все больше и больше. Но у нее дочь, такой эффект интересный, у людей начинается ступор. Это какая-то психика так работает, когда шок, и человек не может принять решение. То есть наверное, если бы не тетя с маленькими детьми, которая просто понимала, что детей нужно увозить из-под обстрелов, мы бы, наверное, до сих пор сидели по домам. Ты вот так цепляешься в свой дом, и все, и у тебя ты как замороженный. Невозможно принять трезвое решение, что нужно спасать свою жизнь. Ты просто сидишь
и не знаешь, что делать. Поэтому тетя, конечно, нас вытянула. Потому что она говорит, у меня маленькие дети, и нужно спасать детей. Вокруг поселка были обстрелы, то есть прям вот по границе поселка были обстрелы. Мы четко слышали все взрывы, у нас дрожали стены. Вот, мы сидели в подвалах, но как бы самих взрывов в поселке мы не застали. Но когда мы уехали, через неделю уже прилетели ракеты в наш поселок. Есть уже фотографии с поселка, где в дом ракета такая. Эти ракеты, я не знаю, что это за ракеты такие, они огромнейшие, 2 метра. И они встряют или в землю, или в дом встряют. Они не разрываются, но они прям вот... Фото вот это? Да, да. Которое просто в умывальник на кухню попало. Это из вашего поселка? Ну, это не из поселка, но точно такие же ракеты, 2 ракеты приземлились у нас в поселке вот как раз последнюю неделю, когда мы здесь находимся. То есть и уже и разрывные какие-то прилетели, я не знаю, что это, но по заборам вот этими осколками. Ну, то есть там туда возвращаться некуда. Я надеюсь, что все-таки поселок уцелеет и как бы дом сохранится. Кто у вас там остался? Или вы все уехали? У меня брат остался там, родной брат в поселке. Ему 23 года, и он не может выехать. Ну, он пошел в тероборону поселка, и они как бы там все организовались с молодежью, парнями, и ходят, дежурят, охраняют. Но это страшно. Я, на самом деле, перед отъездом через наш поселок проезжала техника военная. И я, когда увидела эти установки ракетные, я очень сильно испугалась. Здорово? Ну да, просто эта машина, я не знала, что это за машина. Я только знала, что стреляют все вокруг. Я не знаю, кто в кого стреляет и кто где находится. И вдруг я вижу в окно моего дома вот эту огромную машину с ракетами. А я очень испугалась, потому что думаю, если это уже враги, и сейчас они будут стрелять прямо вот в окно моего дома. Я очень испугалась, я прям не знала, что делать. Паника просто падать на пол. А я живу в доме на 5-м этаже. И если попадет, то все обрушится, завалится. В общем, это, конечно, страшно. В числе тех, кто приезжал в Будапешт как беженец, была наша с тобой однокурсница Юля Эйдель. Да. Она после журфака жила в России, но потом уехала в Днепр. И, как она говорила, она жила там счастливо. И даже в наш журфаковский чат она писала, что... Не надо ее освобождать. Да. Как она? Как ты ее встретила здесь? Вот только Юля написала в журфаковский чат, и полились довольно странные комменты от некоторых наших однокурсников. Прошло несколько дней, и вдруг Юля пишет, что она едет, она выезжает. Причем выезжает к нам в составе Юля, 3 детей, очень пожилая женщина, которая плохо ходит, и ее подруга детства. И очень пожилую женщину, которая плохо ходит, поселили в гостиницу, а Юля с детьми и с подругой приехали к нам как раз вот в квартиру, которая оборудована из Алешиной студии. И у меня были очень болезненные ощущения от ее сообщения, потому что это... У меня просто горло сжалось, когда я прочитала. Я даже немножко дышать не могла, потому что это невозможно себе представить. Знаешь, мы просто вчера тусовались на памятнике. Просто невозможно представить всю эту ситуацию, включая Юлю, включая ее детей. И у Юли, конечно, очень интересная история. Это пожилая женщина, это мама ее подруги. Ее подруга живет в Мюнхене и работает на Лего, в компании Лего. И Лего оплатила им проезд в разных отсеках, оплатила им проезд разных частей пути, потому что они к нам, по-моему, через Румынию ехали. И они ехали ужасно. Они невероятно мерзли. Это 3 детей, это 15 часов на границе, прежде чем перейти. Они ехали в большой волне. Дело в том, что здесь есть волны, когда что-то происходит в Украине, и люди тогда начинают бежать еще стремительнее. И вот они как раз попали в одну из таких диких волн. Ну, типа бои в Новом городе. Бои в Новом городе, Запорожская АЭС,
любые такие вещи, это провоцирует волну. И Лего, когда могли, помогали им в пути, но все равно к нам приехали девчонки с огромными вот этими то ли икеевскими пакетами, я не знаю, ну с этими баулами, без чемоданов, с детьми, с женщиной, которая плохо ходит. И они у нас отоспались и поехали дальше в Мюнхен. Мы практически ни о чем не успели поговорить. Дочь этой женщины сказала, что она будет работать на компанию Лего до конца жизни. Да, да, я ее прекрасно понимаю. Вот это опять-таки пример того, как надо себя вести в момент кризиса. Ты знаешь, здесь есть совершенно другие примеры. Здесь есть заводы, в этих заводах часто работают украинцы. И к ним приехала семья, бежавшая из Украины. И общежития не разрешают их пускать к себе. Разрешили на несколько дней. Сначала пообещали, что будет какая-то помощь, и, может быть, трудоустройство, а потом сказали, все, очищайте помещение. Ну, слушай, ну что я должна что сказать? Каким-то образом оправдывать бизнес или системы? Ой, наверное, им сейчас тяжело, ой, наверное, их тоже коснулись санкции. Я уверена, что если бы они посидели и подумали, они бы нашли способ, как это решать. Два факта. Вот давайте то, о чем говорят в российском телевизоре. Давай. Бомбят только оборонные объекты. Чушь полная. Ну как можно бомбить только оборонные объекты, если снесли практически 2/3 Харькова? Причем пострадали больше всего спальные районы, те, которые находятся на окраинах Харькова. Почему? Потому что к ним легче было дострелить с тех же градов, они там не имеют большой дальности, там, с ураганов, там, со смерчи. Били по окраинам. Абсолютно спокойные спальные районы, такие как Салтовка, Северная Салтовка, район там, ХТЗ, Горизонт. Это вот обычные спальные районы. Там живут работяги. Там никаких военных объектов нет и не было близко. Они все превратились, можно сказать, в развалины, в пожарище. То есть их нет. Позиция российских властей, что это украинские войска обстреливают сами себя, свое население. Но логика, как я понимаю, такая, чтобы вот обстрелять и показать всему миру, что смотрите, какая Россия плохая. Ничего святого нет, обстреливаем дома. Как к этой версии относиться? Ну, я не то, что эту версию, ее даже нормально воспринимать нельзя. Ну, как можно обстреливать свой народ, своих, скажем так, сограждан? Ну, это нонсенс. У нас нет ни бандитов, у нас нет ни бандеровцев, у нас нормальные, адекватные люди, у нас нормальные вооруженные силы. Да, их меньше, чем российских, но они нормально, скажем так, вышкалены. И никаких вот этих вот россказней, которые транслируются по российскому ТВ, что мы сами себя расстреливаем, ну, это полный нонсенс и бред вообще. Может быть, потому что в России такие вещи практиковались, в том же Волгодонске, там, и в общем-то, были такие случаи в конце 90-х, в начале 2000-х, когда надо было доказать, что это вот чеченцы виноваты в этом. Но это такое. Я даже не хочу лезть вот в эти исторические российские дебри. Я точно отвечаю за нас и за нашу Украину. Нас никто из наших военных не бомбил, не бомбит. И это вообще на голову. Ну, как бы здравомыслящие люди это не могут воспринимать нормально. Позиция российской власти, что это делают националистические батальоны, то есть сами украинцы бомбят эти дома. Как вы относитесь к этой версии? Я отношусь к этой версии вообще как к безумию какому-то. Все, что говорят именно вот с той стороны, для нас это вообще безумие на самом деле. Что мы сами себя бомбим. Ну, я не знаю, кто может в это поверить. Вот как бы я даже не могу представить себе, что в это можно поверить. Украина, которая во время Великой Отечественной войны потеряла 8 миллионов людей, о каком нацизме может идти речь? Если на Украине есть Бабий Яр, если есть Холокост, это вещи абсолютно несопоставимые. Украинцы абсолютно добродушные, гостеприимные. Мы никогда ни на кого не нападали, никаких территорий не забирали, не отбирали. То есть вот мы всю жизнь пытались создать свою государственность. А наш, к сожалению, большой сосед считал, что Украины нет и по определению быть не может, что это все типа одно и то же, и мы там братья
просто-таки, ну, как может брат убивать брата? Ну, вот мне интересно, если мы братья, так зачем тогда брата убивать? Такого не может быть. Такого не должно быть, чтобы вот при этой ситуации, да, уничтожить такую страну, ну, которая вот имеет такой потенциал. У нас столько... Мы себе жили, да, вот развивались, мы себе жили своей жизнью, у каждого там какие-то свои проблемы, какие-то свои взлеты, свои мечты и так далее. То есть мы же никуда не ходили, мы ничего не делали. Да, мы разные. Я, например, говорю на русском языке, и, поскольку там папа был русский, мама украинка, да, то есть как бы... И ничего нас никто абсолютно не притеснял ни в чем, никто никогда не говорил... Если кто-то считает, что мы бомбили себя сами, если кто-то считает, что нас было нужно от кого-то освободить, то я вам докладываю. Я живу в Харькове, наверное, один из самых русскоязычных городов. Я добре балакаю, розумію по-українськи, але Харків, так вот исторично склалося, он разговаривает в основном на русском, поэтому освобождать тут точно некого было. И все, в общем-то, нормально общались, и никаких не было проблем. Позиция российской пропаганды, что в Украине ущемление русского языка, и мы, собственно, за это... Россия в том числе за это борется, чтобы ущемления не было. Как тебе это виделось из-под Харькова? Абсолютно нет никакого ущемления. Никогда, ни разу за все время. Вот мне 30 лет, и за 30 лет меня ни разу никто ни в чем не ущемлял. Абсолютно. Ну вот мы в семье, у меня мама из центральной Украины, из Черкасской области, и она говорит на украинском, папа из Харькова, он на русском, то есть у нас семья такая смешанная, и все говорят, как кому удобно, комфортно, нет ни со стороны государства, ни со стороны там каких-то жителей, да, вот Харькова абсолютно никаких никогда не было. Это опыт в Фейсбуке и опыт какого-то личного разговора, когда меня человек спросил, что, значит, у нас сейчас здесь в Венгрии происходит, и я сказал, что, мы помогаем беженцам, и меня человек спросил, это, наверное, на какие-то гранты, да, вы делаете? Вам что-нибудь платят все-таки? Да? Я говорю, нет, это здесь как бы все делают бесплатно. Он так, понятно, ясно. А вот люди, которые вот к вам приходят, они, наверное, за лучшей жизнью бегут, да? Как бы в Европу, там, ВНЖ получить по скорику. Я говорю, нет, они бегут, потому что их бомбят. Да, конечно. Вот, я понимаю, что это не разговор, тут никакие риторические приемы не работают. Это вообще не то поле. Эти люди, с которыми я об этом говорил, они как будто находятся, они герои сна человека, который видит этот сон в бункере. Вот это не люди, которые рассуждают и способны к рассуждению. Это просто страшное дело. В смысле, мы с этим никогда так остро, или я с этим так остро никогда не сталкивался. Просто у меня никогда не было понимания, что я не смогу продолжить общаться с человеком, который мне повторяет то, что ему только что 3 дня назад сказали по телевизору. Сейчас я просто понимаю, что это какая-то точка невозврата. Просто я не могу продолжить с ним говорить. И из-за этого очень остро я почувствовал, что он со мной говорит не своими мыслями. Он, она, это вообще не важно, да? Человек под гипнозом. Что-то вроде того, да. Вы уехали сюда на время или навсегда? Нет, я, конечно, не навсегда. У меня есть страна, у меня есть земля, на которой я родилась. Сколько я сейчас вижу и сколько я общаюсь с детьми, с их родителями, да, в связи с тем, что мы сейчас приводят детей в ту школу, которую мы пытаемся организовать какую-то. Я их спрашиваю, откуда вы приехали, какая у вас ситуация. Я спрашиваю все, когда это закончится. Мы хотим домой. То есть я другого вообще ответа на самом деле не слышала. Все хотят вернуться. Все хотят вернуться. Ты знаешь, иногда мы можем поселить
практически 30 человек в день. И я уже перестала считать, сколько через нас прошло семей, людей, со сколькими мы говорили, со сколькими обнимались. И, по-моему, все, кого мы здесь видим, хотят как можно скорее вернуться домой. И они говорят: нет, я лучше сейчас далеко не буду уезжать от границы, я скоро еду. У моей знакомой папа из Киева, пожилой человек, он доехал сюда, он здесь поспал у нее, поел, а утром сказал: ну все, я еду обратно. Она в слезы: папа, я тебя умоляю, пожалуйста, никуда не уезжай. Папа, ты только приехал, пожалуйста, побудь со мной хотя бы несколько дней. И она искала для него волонтерскую деятельность, чтобы занять его целый день, потому что иначе бы он сошел с ума и поехал бы обратно. Люди рвутся назад. И мы с тобой сегодня слушали истории про то, как несколько семей вернулись, хотя это для них даже небезопасно. Все мои знакомые, которые разъехались по Европам, а выехало достаточно много, все, особенно девочки, женщины, они каждый день вспоминают Харьков, они вспоминают эти красивые парки, улицы, скверы. Все хотят вернуться обратно, несмотря на то, что в Европе тихо, спокойно, не бомбят, но все хотят вернуться в Харьков, хотя знают, что уже у многих некуда возвращаться, дома разбиты. Когда это все произойдет, когда опять мы встретимся, мы только вот переписываемся и говорим: мы обязательно встретимся, как вот три мушкетера. Вы выехали, потому что вам больше 60? Да, мне уже за 60. Вы планируете жить с дочерью? Я планирую туда поехать, я планирую там и по возможности помочь, по возможности устроиться на работу, но вообще я планирую вернуться обратно на Украину. Я хочу вернуться на Украину, я хочу помочь скажем так, в обустройстве нашего родного Харькова. У меня просто болит сердце, болит душа за мой город, поэтому я, наверное, однозначно все-таки на Украину вернусь. Может быть, некуда будет возвращаться, но это уже вопрос другой, но я очень хочу вернуться обратно. Опять же, я хочу, а как сложится, одному Богу известно. И знаешь, что еще мне говорят люди? Они говорят: да, у нас потом будет много работы, нам надо Харьков отстраивать. Вот давай, мы все отстроим, и ты приезжай. В гости? Да, у меня приглашение у меня будет потрясающее путешествие, когда это будет возможно. Мы все отстроим, и вы приезжайте. Мы вас ждем. У нас очень хорошо. Приезжайте. Как ты думаешь, нам надо будет участвовать в этой стройке? Хорошая идея. А мне кажется, нам ничего другого не останется. Да, если нам разрешат помочь, то мы это сделаем. Думаешь, могут не разрешить? Ты знаешь, я пойму. Я очень принимаю... Мне сначала было вот это тяжело, вот эти паузы, после вопроса «Вы откуда?», я из Москвы. И мне было тяжело на митингах, на которых я ходила, потому что я тогда впервые услышала разные кричалки, и я сперва... У меня слезы текли в маску. Еще надо было маски носить до того, как нас всех вылечили от коронавируса. Но я долго думала про это. Я думала про это несколько дней. И я поняла, что есть такой вид гнева, который мы можем назвать праведным гневом. А почему кто-то должен думать по-другому? А почему кто-то должен нас называть, не знаю, братьями или сестрами? А почему после того, что происходит, после того, как гибнут люди, уничтожаются города, после всего вранья, почему кто-то должен быть расположен и хотеть, не знаю, дружить с нами? Не почему. Вы едете в Англию, где у вас дочь живет? У вас проблема какая-то, да? Проблема есть, да. Там, Англия — это визовая страна, поэтому с 15 марта Борис Джонсон отменил, скажем так, посещение визовых центров. Достаточно заполнения формы онлайн, но должно быть подтверждение, чтобы можно было пересечь границу. Вот. Сейчас пока еще это подтверждение не получено. Уже больше недели я его жду, но не только я. Все те люди, которые едут к своим прямым родственникам в Великобританию, у меня дочь имеет британский паспорт, они попали в такую ситуацию. Ой, значит, британцы объявили 15 марта о том, что теперь можно получить вызов в Британию.
у тебя должен быть британец, который готов тебя принять. Естественно, дочка Юрия в первых рядах заполнила все анкеты, Юрий заполнил все анкету. Ну и что вы думаете? Короче, прошло больше недели. Юрий сейчас находится на нашем диване. Юрий один, Юрий в стрессе. И посольство разводит руками. Сегодня мы в это посольство звонили, они говорят: ой, ну вот этим не мы занимаемся, этим занимается какой-то центр Великобритании. Ну, центр Великобритании, ну займись поскорее, наверное. Это сколько будет продолжаться? Что еще произойдет с Юрием, с его здоровьем до тех пор, пока он дождется права поехать к своей дочери? США с самого начала конфликта, посольство США ничего в Будапеште не делает для беженцев. Я ходила туда с 2 семьями для того, чтобы переводить на английский то, что они говорят. У этих семей есть связь в Америке. У них там есть часть их братьев, сестер, родственников, которые ждут их. Мало того, у этих семей, у обеих были какие-то визы и какие-то права поехать в Америку. Но они не распространялись на всех их детей. В этом заключались кейсы. Американцы, помимо того, что нас не пустили даже внутрь в посольство зайти, так еще сказали: пишите на e-mail на общих основаниях. Мы написали на e-mail на общих основаниях. Они говорят: позвоните в посольство США во Франкфурте. Мы позвонили в посольство США во Франкфурте. Позвоните в посольство США в Варшаве. Мы позвонили в посольство США в Варшаве. И вот этот футбол, он продолжается конкретно со 2 марта. Несколько семей не могут попасть к своим родственникам в США, выбравшись из-под бомб в Харькове. Это меня возмущает до предела. Я понимаю, что у меня мало опыта в том, как работает первый мир, но то, что мы здесь видим именно вот так, на уровне одного маленького человека, назовем это так, это не работающие вещи. У нас вообще с тобой, наверное, Юр, нет такого опыта, где мы влияем на политику, которая происходит вокруг нас в нашей стране. И ты знаешь, я поняла в последние дни, что это очень, очень полезный опыт. Потому что вот когда... Да, когда у нас несколько семей ждет вызова в Великобританию, я понимаю, что мои британские друзья могут, во-первых, названивать в посольство, названивать своему member of parliament, как он называется, и прессовать их. Своему депутату? Да, своему депутату названивать и говорить: вот почему, какого черта Юрий находится в Будапеште и уже больше недели ждет вызова к дочери, которая гражданка Великобритании. И надо прессовать и прессовать и прессовать. Если вы чувствуете, что вам хочется позвонить в посольство и задать какой-то вопрос, идите и звоните в это посольство до последнего, потому что вообще-то в цивилизованных обществах этот метод работает. Если вы чувствуете, что вы услышали или увидели какую-то историю, начинайте о ней трубить, начинайте о ней писать в Фейсбуке, звоните знакомым журналистам, рассказывайте, что происходит, что вы видели собственными глазами. Если вы находитесь в ситуации, в которой это безопасно делать, это тоже, на самом деле, часть импульса и часть помощи, которая дальше будет как-то масштабироваться и разрастаться. Hi, Andras. Hi, it's Anastasia. Do you have a minute? Yeah. Listen, there's an interesting case going on in the city. Maybe you know something about it. You know, we started receiving families from Ukraine that are actually waiting to be able to go to the UK because they are waiting for this magical UK paper, you know? But the thing is that the embassy here is doing nothing. So people have been staying with us for more than a week now. They are really, of course, stressed and worried, well, you can imagine. And they get no reply whatsoever. We have a man living with us from Kharkov. He has to go to his daughter. She's British, actually. She lives in the UK. And it's like, it's impossible. He's waiting and waiting. And I've been calling the embassy, and I asked my friends to call the embassy. But you know, nothing is happening. It's like so cynical. It's... Yes! Yes! Yes, so it's driving me crazy, the first world just watching this. And I just got a call from a woman. She was at the airport. I don't know why she believed that she could travel to London without this paper. But of course, they sent her back, so I'm waiting for her and her son. So
actually, and now, just now, before calling you, I got a message from a third family with the same story. They are coming here to wait 2 or 3 or nobody knows how much weeks. They need housing, and so I just think that this is such a weird story, and the embassy, they should provide the housing, not us. If what's going on, they should pressure. They should put pressure. What do you think? Is this a story? Well, now you know, firsthand. Yes, but now you know. Since the 15th of March, UK started accepting families, but only on TV they talk about this. Oh, please do, they will get so frightened. Yeah, because if there's a story, then I know families who will tell their stories about the UK. Okay, thank you so much. Oh, no, thank you. Вопрос, который возникнет у многих. Зачем вы все это делаете? Ну, первая причина, как я говорила, это отдельная пытка смотреть на кошмар и не иметь возможности его остановить. Это как, я не знаю, жить рядом с концлагерем. Я не знаю, какую еще метафору здесь подобрать. И в этом смысле здесь первый пункт абсолютно эгоистический. Никакой другой деятельности я в эти дни просто представить себе не могу. Во-первых, мы заняты практически круглосуточно, и это позволяет не смотреть новости и даже, может быть, иногда их вообще не знать. Но мы их все равно, естественно, получаем с вокзала достаточно быстро. Вторая причина, потому что, ты знаешь, у нас у обоих есть какие-то таланты собственные, и сейчас они должны служить делу помощи. Вот как бы такая ответственность тебя как человека. То есть, наконец, работа продюсера пригодилась по-настоящему. Факт. Не просто факт. Съемку организовать. Да. И даже вот сейчас образовательный процесс. Все прям по CV. Напомни, какая у тебя фамилия? Зеленский. Уже в чате, я знаю, что в чате кто-то пошутил, кто-то хотел спросить, не пригласить ли меня поучаствовать в проекте, и продюсер этого проекта ответил, что только не называй его по фамилии. Это из российского медиа? Из российского, ну, как сказать, сектора развлечений. Да, ну это, наверное, шутка. Я надеюсь, я очень надеюсь. Как ты планируешь зарабатывать дальше? Честно говоря, я еще толком об этом не думал, потому что у нас было сейчас много других дел. У меня здесь есть группа «Футурстан», это джазовый квартет, и у нас будут гастроли, и как бы очевидно, что у меня высвободилось очень много времени заниматься уже только исключительно музыкой. Ну и делать, конечно, такие вот подкасты, как мы с Петей делаем. Это большой вопрос для нас, для всех, естественным образом. Тебя это тревожит? Я не могу сказать, что я сейчас нахожу время для того, чтобы об этом беспокоиться. В целом я как бы уверен в гибкости, в моей гибкости, вообще в гибкости нас как семьи, что мы сможем что-то придумать. Потому что я знаю людей, которые всю жизнь как бы свою строили на том, что им гибкость не нравилась, они как бы хотели какой-то понятный заработок, понятные работы и так далее, как бы быть в офисе. А поскольку мы изначально были не те люди, мы хотели как бы свободы, фриланса и так далее, нам, я думаю, что в этом смысле проще перестраиваться. Когда ты собираешься возвращаться в Россию? Я не знаю.
Я не знаю. Я так строила жизнь все эти годы для того, чтобы я могла с детьми приезжать на лето, на все каникулы. Я хотела поехать к друзьям, которые живут недалеко от Байкала. У меня было много планов, которым сейчас не суждено сбыться. Я волнуюсь. Почему не суждено? Самолеты летают? Я не знаю. Плюс, ты представляешь, это еще до этого было 2 года ковида, когда нельзя было особенно поехать. Потом, я не знаю. Я не могу себе пока это представить даже. Представить, что ты возвращаешься домой? Да. Почему? Ты знаешь, есть... Это отдельный вид унижения, когда тебе надо все время оглядываться, следить за тем, что ты говоришь, что ты пишешь, что ты думаешь, что ты делаешь, для того, чтобы опять поиграть в игру. А вот я здесь вот помолчу, а вот тут не буду лезть на рожон, а вот тут лучше мне посидеть тихо. Нужно иметь какую-то очень большую, видимо, цель. А у меня цель эта полностью пропала. Я ее больше не вижу. Понимаешь, о чем я говорю? Может быть, я ее как-то обрету, но сейчас у меня ощущение, как будто меня Россия ударила лопатой. И я как-то не могу даже посмотреть туда. Ответ на вопрос, что со мной произошло 24 февраля, я проснулся иммигрантом. Я 9 лет говорил, это какая-то иммиграция, это релокейшн, это как бы такая форма современной жизни, мы же все digital nomads и так далее, и так далее. В общем, всякие хорошие словечки. А 24 числа я, безусловно, проснулся иммигрантом. Почему? Потому что я понял, что я больше не могу ехать в Россию. Когда мы за вами наблюдали, и когда мы читали ваши посты в Фейсбуке, я не мог отделаться от ощущения, что вы это делаете в том числе, чтобы заглушить чувство вины. Или, может быть, загладить вину. Я фыркнула тебе в ответ на этот вопрос. Я сейчас подбираю слова как-то. Я не Путин. Я точно это знаю. Я знаю, над чем я работала многие годы. Я знаю, с кем я была вместе, то есть с кем я работала вместе, над чем, во что я верила. И я ни разу не, даже не то, что ни разу не оступилась. Я четко понимала, что я делаю и ради чего. И там не было... я на эти кнопки не нажимала. Я не хочу на себя брать ответственность Путина и его шайки. Я испытываю, может быть, вину, но не совсем вот в том смысле, может быть, в котором ты спрашиваешь. Я задаю себе вопросы даже к тому, что я делала. Не было ли это инфантильно? Может быть, нам надо было, не знаю, не на «Дожде» работать, а уже в партизанские отряды тогда вступать 10 лет назад. То есть не было ли в нас очень много какой-то наивности и инфантильности вместо того, чтобы более жестко сопротивляться всему, что мы видели? А мы делали это способами, знаешь, творческими, медийными, интеллектуальными, образовательными. И сейчас, когда я оглядываюсь на это, мне кажется, что вот это был детский лепет. Вот это был детский лепет. И у меня нет времени это осмыслить, и у меня нет времени это обдумать, но когда оно появится, у меня есть ощущение, что я обесценила сама для себя все, что было до. Потому что я смотрю туда и не понимаю, зачем я действительно все это делала. Кажется, надо было выступать гораздо радикальнее. Я не представляю, как. У меня нет сценария. Я не думала, что я пойду, не знаю, с вилами куда-то. Я даже не знала, куда идти. То есть я абсолютно уверен, что каждый человек в отдельности, который даже сейчас входит в некое такое вот статистическое большинство, которые поддерживают войну в Украине, или там спецоперацию, или там что угодно, что у них спрашивают, нужно ли нападать на Польшу и так далее. Я думаю, что в массе своей, конечно, эти люди по отдельности это неплохие люди. Это люди, к которым, если прибегает человек, которому нужна помощь, они ее окажут. Что это те же самые, в принципе, люди, которые способны на солидарность на каком-то уровне. В смысле, в каких-то исторических событиях.
Сейчас я вижу, что солидарность в России, она появляется, например, когда ковид-диссиденты пытаются помочь друг другу не получить прививку и помочь друг другу как бы проникнуть в ресторан. Вот тогда народ вдруг страшно солидарен друг с другом. И вот тогда он как бы появляется как политическая нация. Политическая нация ковид-диссидентов. А когда надо напасть на Украину, как бы всем просто супер отлично. Это видео посмотрят люди, которые говорят на русском языке и которые хотели бы помочь, но не знают как. Как они могут помочь? Надо посмотреть, что происходит у вас в городе, на ваших вокзалах, потому что... Мы сейчас говорим про тех, кто живет не в России. Да, надо посмотреть, что происходит. Возможно, у вас есть уже активные волонтеры, и вы можете им помогать продуктами, стиркой. Иногда бывает это нужно. Сказать, а у меня есть, я могу купить комплект постельного белья. Это все такие мелочи, которые на самом деле имеют большое значение. Вы можете помогать с переводом. Не стесняйтесь, подходить и предлагать свою помощь. Могут ли как-то помочь люди, которые находятся в России? Во-первых, в России тоже есть беженцы. Многие там находятся не по своей воле, но они там есть. И там есть дети. И детям нужно образование. Обратите, пожалуйста, внимание на программы «Одинаково разные». Это одна из программ «Учителя для России». Раньше они занимались детьми с опытом миграции, которые оказываются без языка в классе, полном русскоязычных детей. И они помогают детям адаптироваться. И, конечно, на гражданское содействие, если это возможно. Сейчас они признаны, да, иностранным агентом. Гражданское содействие — это Светлана Ганушкина и ее команда, которые, наверное, главные люди в стране, которые занимаются вопросами беженцев. Долгие-долгие годы уже они это делают. Посмотрите, кого вы можете поддержать и чем. То есть связаться с ними, узнать, что нужно, и пытаться помочь? Да. Да. Когда я слушаю истории людей, которые каким-то образом добрались из точки А в точку Б, там есть тот самый, как я его называю, неизвестный. Это просто всегда вот в этих книгах про войну или в книгах про ГУЛАГ есть случайный человек, которого мы даже можем не знать. Мы не знаем этого персонажа, этой документальной повести, но это человек, который протянул руку помощи в момент, когда казалось, что все уже кончено. И мы этого персонажа, я его называю неизвестный, мы на самом деле его встречали в большом количестве документальной прозы XX века. Это человек, который дал ночлег, или дал пуховой платок, или дал кусок хлеба, или помог, защитил вовремя. Это человек, который случайно сделал дело, которое очень помогло, совершенно не планируя это. Этот человек неизвестный. Мы не знаем, кто его, мы не знаем, как его зовут, где он жил, почему он вдруг это сделал. И вот я считаю, что нам всем сейчас надо быть этими неизвестными. И даже самое маленькое дело может оказаться очень важным для кого-то другого.